Добрый день, друзья! Во многих семьях мясные блюда составляют основу еженедельного меню. Их часто подают и на будничный ужин, и на праздничный стол. Сегодня я поделюсь с вами моим фирменным рецептом буженины. Она получается нежная, сочная, очень ароматная и вкусная. Бужениной называют большой кусок любого мяса, который натерт различными специями и запечен в духовом шкафу. Сегодня я буду готовить буженину из корейки. Жир снизу не обрезаю, чтобы мясо получилось сочным. Итак, сверху на мясе делаем небольшие надрезы. И вставляем в них маленькие брусочки моркови и зубчики чеснока. Вообще, свинина очень любит чеснок, и они идеально друг с другом сочетаются. Поэтому даже если вы просто обжариваете свинину на сковороде, не забывайте добавлять ароматный чесночок. Можно брать как свежий, так и сушеный. Вот такая красота у нас получается. Далее подготовим маринад. Для больших кусочков мяса советую использовать крупную соль, не мелкую. В маленькую миску всыпаем 1,5 чайной ложки соли, добавляем приблизительно чайную ложку черного молотого перца, можно брать и смесь перцев. Также всыпаем 3 чайные ложки сушеного чеснока, столовую ложку паприки и перемешиваем. Вливаем 3-4 столовые ложки растительного масла и кладем 2-3 столовые ложки горчицы. Хорошо все перемешиваем и получаем очень вкусный и ароматный маринад. Данное количество маринада рассчитано на кусок мяса весом от килограмма до 1,5 кг. И теперь полученной смесью обмазываем свинину с каждой стороны. В таком виде кладем мясо в пакет и отправляем его мариноваться в холодильник на несколько часов. Лучше, конечно, на ночь. В идеале мясо должно мариноваться 10-12 часов. Но если вам нужно его максимально быстро приготовить, то дайте ему промариноваться и хорошо подружиться со специями хотя бы 2 часа. Через несколько часов достаем мясо из пакета. Кладем на фольгу и заворачиваем. Если фольга тонкая, то нужно обвернуть мясо в несколько слоев. Свинину кладем в форму для запекания и отправляем ее в предварительно разогретую духовку на час-час 20. Запекаем буженину при температуре 190 градусов. У меня свинина стояла в духовке час 20 минут. Теперь я ее достаю, разрезаю фольгу. Отодвигаю ее в сторону. Делайте это крайне аккуратно, так как очень горячо. И посмотрите, сколько образовалось жидкости. Это очень хорошо. Значит, наше мясо будет очень сочное и нежное. Снова возвращаю свинину в духовку. Теперь уже включаю режим конвекции и запекаю ее 15-20 минут до образования румяной и аппетитной корочки. Посмотрите, какое красивое мясо. Даем ему остыть и подаем к столу. Я буженину подаю на доске. Ее и удобно нарезать, и, на мой взгляд, так более красиво. Буженина вкусная как в теплом виде, так и в холодном. Она идеально сочетается с любыми свежими овощами. Надеюсь, вам понравился мой вариант приготовления буженины. Она получается нежная, сочная, очень ароматная и вкусная. Пробуйте приготовить, поделитесь со мной в комментариях, как вы ее запекаете. Мне будет очень интересно узнать новое сочетание свинины и каких-то других специй. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».